Это старый город. Над микрофоном не выключен. Вот так вот. Мы пришли в старый город. Этот город засыпан песками. Сейчас здесь идут раскопки. Это все, что откопали. Что было высоко, осталось как есть. Все, что раскопано под землей, лежит тепло, и мы поэтому ходим и смотрим. Вот это какое-то, смотрите, с колоннами здание. Тут идет реставрация. Откопали всякие какие-то камни. Не знаем, что это было. Тут по-русски не написано, только на турецком, еще на каком-то языке. Очень много людей. Этот город, мы когда сюда ходили, он перевернул все сознание Турции. Так красиво. А это, смотрите, это такие кактусы, а на них все оставляют имена. Я тут был. Это желтеньким цветет. А тут даже, смотрите, кто-то четки забыл. Или повесили для чего-то кому-то на память. Этот красный кактус, а этот желтый. Вот такой бы на даче посадить на полдачи. Представляете, это все раскопали в 2018 году. В 2018 году начались раскопки, нам рассказал мужчина. И вот в 2018 году начали раскапывать. И вот столько вот всего накопали античного. У них, оказывается, представляете, уже это идет очень-очень давно было здесь. Потом это засыпало песками, построились новые люди, здесь жили. И теперь это все сносится. И сам штат, сам город, это все ведет раскопки и восстанавливает для туристов. Представляете, сколько миллионов лет здесь жили, до такой степени? Тысяч, да? Тысяч, сотен лет. Кто-то... сотен лет. Здесь кто-то жил, тут идет канализация. Представляете, такая красота. От римлян, еще римляне строили, представляете? Потом это когда засыпало, и мы не знаем, мы не понимаем точно, то ли это был потоп, то ли что. Почему-то это все не стали очищать, просто настроили наверх. И в 2018 году только нашли, и теперь все это откапывают и восстанавливают. Вы посмотрите, какие колонны, здесь же жили люди, здесь же шла жизнь. И посмотрите, мне кажется, это довольно было красиво. Ну и популярное какое-то место, красивейшее. Вот это вот все вот такие какие-то... С каждым ходом, это уже сейчас, конечно, развалины, но это были люди здесь жили. Каждая такая комнатушечка, это была отдельная семья жила. У кого было, например, в комнате еще, это считались очень богатыми людьми. Представляете? Вот у них у многих, вот все нашли, это все откопали, и до сих пор ведутся раскопки. Представляете, что нашли, что раскопали. И вот теперь вот до сих пор ведутся работы. В 2018 году мы вот смотрим, да, смотрите, это все, они все откопали. Сейчас это будут все восстанавливать и реставрировать. Вон люди работают. Видите, люди обмывают, реставрируют, каждый день что-то копают. Капец, классно как. Даже глазам не верится. Выступы сверху и как выход из комнат. Там выходы из комнат, ложи сидели для богатых, а сверху люди сидели и рассматривали эти гладиаторские бои. Посмотрите, сколько построено. Люди, наверное, может быть, работали за еду, потому что как-то там жить надо было, я не знаю, где там что. Господи, какая школа. А здесь, наверное, сидели цари. Поди, скорее всего, здесь как-то красиво. Колонна может быть разрушена, конечно, сейчас все. Как можно было это все разрушить? Ну да, вот это сказал, но все равно, как это... Посмотрите, вот это снимки сделаны, это старое, отремонтировано, еще часть земли, что будут откапывать и смотреть. А наверху уже построено новое. И все такая красота. Идти гладить вокруг. Так интересно. Делали магазинчики. Все из камня. Ничего не сохранилось, потому что когда все это было, люди в древности не интересовались к истории культуры. Они просто разламывали то, что было, и строили себе свои здания. Отсюда очень много всего разрушено. И вот это старый город, так красиво все оформлено, и магазинчики все, и выходят к воде. Я сделала вывод, что в древности люди действительно селились у воды, строили огромные каменные вот эти себе помещения, наверное, чтобы когда-то волну сдерживать, когда-то защищаться от набегов. Ну все камень, все настоящий камень. Я в одном месте увидела огромнейшую плиту, не знаю, метров 15, ну цельная, еще и вся мозаика там кое в местах выложена. Ну нельзя же цельный камень такой тяжелый, как-то прийти там положить себе в доме. Просто вот красотища. То есть люди были очень высокие, очень сильные. Ну, конечно, все очень интересно.
Смотрите, как у них, как будто и гранаты, или фрукты, что-то свисает. Ну, конечно, это цветы искусственные в такой жаре. Наверное, жарко, очень жарко. Ну, красотища, конечно, еще та. Просто молодцы, конечно. Просто скажу, да, какая красивая колонна. Представьте, явно какой-то был порт или все что-то. И там дальше море. А тут я на море, я в своих мечтах, я в своем сне. Диня говорит: мама, а вдруг нам это все только снится? Владик, ущипни меня, я не пойму, мне снится это или нет. Нет, наверное, снится. Вот смотри, какая красота. Обалдеть. Владик, а туда покажи, как красиво. Море все переливается, а туда покажи. Какая красота. Посмотрите, пальмы, яхты. Ну, картинка. Да, даже там мы что-то посидели, отдыхали. Красота, красота. Владик, сфотографируй меня. Ну, какая красота. Какая красота. Вот и мой Владик подустал. Бокальчик вина выпил, и все. Он сегодня испытал шок, стресс. У него закружилась головка в полете на парашюте. Ой, а я еще бы полетала. Мне не хватило времени насладиться кайфом. Боже, какая красота неба. Вы не поверите, кажется, что пасмурно. Не пасмурно. Жарко, солнце через облака так припекает просто. Пирс необыкновенной красоты. Все продумано в пальмах, музычка их не турецкая, говорит. Яхточки. Да и недорого, 5 евро всего лишь прокатиться 1 час на яхточке. Ну, правда, группой, но неважно, если захотеть, можно себе позволить. Там вдалеке рыбу рыбачить. Видите, как рвану. Рыбка рыбачит, рыбаки. Ну, красота же. Море, там бесконечное море. Кайф. Владик, помаши ручкой. Это мой Владик. Это мой Владик, красавчик. Жигало. Мой жигало, мой. Балует меня, балует вообще. Что хочу, то и покупаю, что хочу, то и творю. Балует меня, бухаю потихонечку. Красотища. Ой, ну это просто, не знаю, эта камера не передает запах, красоту, счастье, отпуска. Пахнет морем, свежестью. Шум волны прикольный такой. Ветра нету, легенький ветерочек обдувающий. Ну, красота, ну просто красота. Давай. Ой, это просто сон. Мне кажется, что я сплю. Такая красота. Просто сон. Этой яхточки нам предлагали только что прокатиться. Но мы выбрали поход, прогулку по пирсу. Может, прокатимся еще, да. Ну, еще завтра ездим, мы можем завтра заказать. На завтра райзу. Ну, просто космос. Ой, а как пахнет, да? Нет, немножко, ну, морем, болот. Не знаю, не болотом, конечно, это болотом нельзя назвать. Мы сегодня летали, кстати, и заметили, внизу был сильный ветер, а сверху было затишье. Даже не было слышно шума волны. Ой, прибой как бьется. Ай, как он бьется. Волнуется. Ай, красота. Здесь проходят пароходы. Тут прям практик. А с той стороны можно опять, да, на пирс. И здесь пирс. Море, корабли плавают. Тут такой прям проход для кораблей. Классно. Туда можно спуститься по ровной поверхности. Ну, красота. Кайф. И какое здесь гостеприимство. Вообще. Обалдеть. Ребята молодцы. Продумано у них, конечно. Красота. Мне нравится. Это как маленькая это. Как люди занимаются спортом, ищут себе там, и я также. Мне хорошо, так классно, Владик. Мне так нравится, такие камни красивые. Хаба! И вот она! Это поснимай, да? Оно сейчас меня туда прыгает, смотри.
Классно.